Криптоэнтузиастики, ну что, приветствую вас на канале. Рынок нас немножко радует, но это не то совсем, что мы хотели бы с вами увидеть, потому как нам нужен полномасштабнейший альт-сезон, а его все нет и нет, нет и нет. Но я думаю, что мы дождемся. Осталось еще немножко, буквально примерно 100 дней до завершения бычьего цикла. А если поточнее, у меня здесь есть таймер стоит, и давайте-ка мы посмотрим, что у нас говорит этот таймер. Сейчас я зайду в телефон, и мы его посмотрим. Там, в принципе, приложушка, она запускается очень долго, потому как большое количество рекламы там. Итак, ну что у нас? Биток, приток 1%, эфириум 2,8%. Неплохо таки рынок потихоньку начинает разворачивать. Дай бог, чтобы у нас было в апреле это дно по рынку. Потому как если это не дно, ой, погружаться нам будет очень далеко. Таймер нам говорит о том, что у нас осталось примерно 76 дней до завершения бычьего цикла. Но если там цикл, конечно, растянули, может быть такое, что вершина по рынку будет где-то, ну, не в 20-х числах сентября, а примерно октябрь, ноябрь там пускай. Но все равно, если даже и рынок собирается расти, то сама вершина должна быть поставлена, ну, там 3-4 месяца на рост, это как минимум для того, чтобы распродать это все дело. И то, где найти столько людей, чтобы распродать это все дело? Не было ли это все дело распродано в 2024 году, когда, допустим, тот самый Арбитрум по $2 все покупали, когда, допустим, покупали Солану по 150, по $200, и ее покупали. Если она продавалась, то кто-то покупал в надежде то, что Solana будет расти дальше, $1000, и BNB там по 600, по 700. Правда, BNB неплохо держится. В принципе, вот так вот. Что у нас по биткоину? Вчера мы на стриме ванговали, и рассматривал я то, что здесь сформирую такую чашку с ручкой локальную, довольно-таки неплохо. Само собой, у нас есть такой вот канал, и дай бог мы отработаем в этом канале глобальном. Само собой, у нас есть локальный канал. Локальный канал, это у нас бычий флаг. И в принципе с ребятами ванговали то, что у нас здесь может быть какая-то глубокая коррекция в диапазон $85 тысяч. У нас здесь есть имбаланс, и мы можем его перекрыть. Само собой, здесь есть гэп маленький. И само собой, небольшая локальная коррекция в диапазон $101 тысяча. Но я думаю, что если мы будем падать на $101 тысячу, это будет примерно в начале июля. Потому как у нас месяц здесь заканчивается. И если мы посмотрим на месячную свечу, то она уже сформирована вплоть даже вместе с фитилем. Вот у нас месяц. Максимальная сумма, чуть ли не сказал сумма, цена у нас была в диапазоне $11 тысяч. Но сейчас мы находимся $108 тысяч, и это в пределах нормы. Плюс, само собой, у нас здесь есть фитилек. Откроется у нас июль месяц, и мы можем, конечно же, откатить даже вплоть до $160 тысяч. Так что эта неделя будет у нас ключевая. Могут, конечно же, к концу недели все это дело скорректировать. В пятницу, там, например, или в субботу мы можем опуститься в диапазон 106. Но мало ли, может быть такое, что в вторник мы быстренько опустимся вниз, и в среду будет хороший откуп, и дальше у нас будет полет вверх, тот самый to the moon. А может быть такое, что у нас будет небольшой фитиль. Давайте мы посмотрим бычьи фитили. Вот у нас был небольшой фитиль. Это у нас февраль 24 года был. Здесь небольшой фитиль был. Здесь вот тоже был небольшой фитиль, и мы полетели. Октябрь 23 года. Я просто помню, как все это здесь у нас происходило. Споты биткоин ETF, фейковые новости, шортисты здесь налипли, говорили, что биток упадет в диапазон 20-18 тысяч $, но не тут-то было. У нас все это дело улетело, все блогеры, инфлюенсеры здесь обосрались, вернее,
У никого не было биткоина, потому как все распродались в диапазоне 30 тысяч долларов по наводке блогеров-инфлюенсеров. Но некоторые, конечно же, дождались до 50 тысяч долларов. И в итоге мы увидели то, что биткоин-сезон у нас до сих пор продолжается. И нету никаких альт-сезонов. Альта просто соскамилась. И навряд ли дадут выпустить. Я вам сразу говорю, что навряд ли дадут выпустить из альты. Навряд ли. Как бы это не хотелось бы увидеть, но мы просто-напросто, может быть такое, что соскамили все свои бабки в этих альтах. Итак, на дневке, переходим на дневку. У нас, в принципе, вот такие вот шаблон-бары мы с вами накинули. То, что если даже в июле месяце будет коррекция в диапазон 100, там, 2000 долларов, может быть такое, что там 105 тысяч долларов, то в дальнейшем мы предполагаем, что июль у нас будет пробитие все-таки АТХ, и мы улетаем выше. Это в том случае, если у нас бычка будет продолжаться. Но если у нас будет медвежка, ну это и козлику понятно, что мы будем просто падать. И все. Но мы этого не хотим с вами видеть. Нам не нужно падение, нам нужен только рост. И я сейчас, конечно же, топлю за рост, потому как, ну блин, ну камон, ну у нас не было альт-сезона, ну куда падение, куда медвежка, капитализация, тоталы 1, 2, 3, у нас просто-напросто не дотянули целей по Фибоначчи, куда там падать. У нас в принципе цели не поставленные по крипторынку. Если взять тот самый биток, что он пришел в диапазон 100 тысяч долларов, он поставил цели, но вливания бабла в рынок у нас не было, и тоталы не дотянули к своим целям. Само собой, у нас здесь ключевой момент, вот эта вот желтая трендовая линия, 17 год, 21 год, 2 раза касание, 24 год, 25 год касания, и вот обратно у нас было касание в мае 25 года. Сейчас мы опять подтягиваемся к этой трендовой линии, и здесь вот может быть такое, что будет ключевой момент в истории биткоина, что мы пробьем эту трендовую линию и уйдем выше. Уйдем выше в диапазон 150. И тогда наверняка вдруг запляшут облака. Вот это вот все дело у нас будет уже конкретная поддержка для биткоина. Не распределение, как говорит Слёй Сатоши, то, что биткоин уже длительный период времени находится в вот этом вот блоке. Это распределение биткоину, дальше биток будет 0, и всякую чухню вы это слышали. То тогда это будет у нас зона поддержки. Это откупы биткоина крупным игроком на протяжении длительного периода времени с 2020 года по 2025 год. И здесь ни у кого нету битка. Фишка в том, что здесь все распродали. Все распродали. Остались только самые такие матерые холдеры битка. И то это зарубежные холдеры. Потому как СНГшные блогеры все засадили всех в альту, и ни у кого нету сейчас на данный момент битка. Даже вот у меня есть комьюнити, телеграм-канал, есть ссылка в описании под видео, там делаю иногда опросы. Ну, из 100 человек в одного человека только биток. Все, нету битка. И вот это будет интересная уловка. Вот здесь уже будет сильнейший откуп крупного игрока битка. И тут мы в принципе улетаем выше, и все вот это вот дело у нас останется блоком накопления крупным игроком. И это будет огромная поддержка. А распределяться биток будет намного выше. Правда, это может быть не в этом цикле, в следующем, например, цикле будет распределяться. В следующем цикле будет распределяться биток. Ну, какая-то часть и здесь уже распределится, потому как мы уйдем на медвежку. Но фишка в том, что за 5 лет крупный капитал здесь накопит биток. Вот Майкл Селлер покупает постоянно по любой цене. Для чего? Для того, чтобы управлять этим рынком. Ему нужна финансовая подушка для того, чтобы в дальнейшем управлять этим рынком. Вот, и они накапливают. А кто-то, конечно же, сбрасывает. Кто-то даже прикупил вот здесь вот по 20 тысяч долларов, дождался, здесь уже скинул. Ну, понятно, что человек там прикупил пару битков, думает, нафиг оно мне надо, я куплю уже себе квартиру и машину, больше я здесь вариться в этом рынке не буду. У него, например, были такие цели. А люди, которые там покупали какие-то пылинки битка, посмотрели блогеров, инфлюенсеров, они сказали, типа, биток будет 0, думают, нафиг мне этот биток, 2-3 икса скинул и все. И кто-то забрал.
и в убиток. Вот и все. А альткоины, конечно же, в дерьмище опустили все это дело. А альткоины в дерьмище и выпускать, я думаю, что не дадут. Не дадут. Есть только надежда на то, что какой-то альткоин отстрелит и перекроет просадку твоего портфеля. Все. Если посмотреть, допустим, глобально на портфель, выглядит это все вот так вот. Две вершины, смотри. Портфель хоть и в плюсе, но не в том интересном положении, которое у нас был, допустим, в марте 2024 года и в декабре 2024 года. Смотри, мы опустились просто к значениям. Вот мы опустились к значениям ноября 2023 года. Ноябрь 2023 года. Ты прикинь, что росли, что не росли. Здесь я думаю, что выпускать не будут. Есть только один нюанс, то что какой-то из альткоинов даст иксы. Ну, у меня, например, на первом месте Pepe, второе место Ethereum, Sui, Solana, Arbitrum, Whitebit токен. Вот, в принципе, вот так вот. Я думаю, что если Ethereum у нас пойдет на 3800, то Pepe может с текущих показать 5 иксов. И в этот момент портфель покажет хороший результат. Также Sui, убийца Solana, может быть в этом цикле. Ну и само собой у меня есть Solana. Arbitrum, конечно же, приподнялся, потому как у нас Arbitrum начал расти на фоне роста эфириума. Эфириум 2498. 2498. Нам нужно посмотреть тут один момент. Сейчас-ка. Эфириум 2498. Так, по эфириуму, да, давал я сетапчик, то, что у нас лонг. По эфириуму цели по эфириуму 2500, потом 2700, 3300, 4000 долларов. Я думаю, что можно поожидать эфириум диапазон 4000 долларов как раз до осени. Итак, XRP 2.19. В телеге я это все дело писал. И у нас, в принципе, сейчас уже все четко отработало. Стоп уже можно, в принципе, поставить в плюс, и все. Да. Сейчас. Стоп. В БУ. Вот и все. За 3 дня хороший у нас лонг по эфиру. Итак, Solana 151 доллар. Я, в принципе, думаю, что Solana у нас может достигнуть диапазона 300 баксов. И я, в принципе, верю в этот сценарий. Это в том случае, если рынок будет продолжать расти. Вот что. А я думаю, что рынок будет расти. Надеюсь, конечно же, на это. У нас DXY на самом днище, можно так сказать. Пока у нас чикагские биржи закрыты. Фонда у нас еще, в принципе, закрыта, потому как часовой пояс все-таки есть. Давайте посмотрим DXY, что он у нас тут показывает. Это все у нас откроется после обеда, потому как я нахожусь в центральной точке Европы. Да, кто не знает, я нахожусь в центральной точке Европы. И здесь довольно-таки уютненько, очень-очень хорошо. Так, DXY у нас. У нас здесь есть одна свечечка небольшая. Так, довольно-таки неплохо. Но здесь видно, что вроде бы как открыто. DXY, наверное, начал торговаться с азиатских бирж. И мы просто шикарно направлены еще вниз. У нас здесь есть такой вот небольшой клинчик. То, что у нас DXY топчется на самом днище, это очень хорошо. Это очень хорошо, потому как им нужно запускать печатный станок, пополнить баланс ФРС. У них уже там баланс очень слабый. Давайте мы посмотрим баланс. Баланс ФРС у нас, мы можем увидеть то, что баланс ФРС у нас знатно падает. Если, допустим, 2020 год у нас тоже... В принципе, здесь была похожая ситуация, да, вот с медвежки. Баланс у нас падал. И август 2019 года начали они пополнять баланс. Потом была небольшая коррекция, февраль 2020 год. И поперли в гору. И это у нас был пик бычьего цикла. Здесь у нас аналогичная подобная ситуация. Мы уже вот здесь вот на днище. Но нет у нас такого небольшого плавного роста. Я думаю, что... они потихоньку начнут здесь раскачивать свой баланс, потому как у них уже баланс, в принципе, иссякает потихоньку. Это у нас недельный график, подобная ситуация.
Если, допустим, мы посмотрим, вот у нас, допустим, 2017 год, пик, май, июль, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Вот у нас и падение баланса ФРС. Правда, у нас здесь декабрь и падение у нас и шло сколько дней? 630. Вот. Ну, ровно 610 дней. Примерно 610 дней. А тут у нас вот началось падение. Смотрим. 820 дней. Уже цикл, конечно же, немножко растягивается. И, как ни крути, 820 дней прошло уже. Где-то мы здесь должны выполнять этот гребаный баланс. И все-таки, я думаю, что будет расположение рынков и вообще политики США для того, чтобы они начали включать печатный станок. Само собой, статистику и ожидания по включению по снижению ставки я сбрасывал в телеграм-канал. Кому интересно, там почитали люди все это дело. Так, DXY у нас выглядит неплохо. Я думаю, что все-таки у нас рынки пойдут за DXY, особенно криптовалютный рынок. Если на дневке мы посмотрим, то мы вот здесь вот вообще шикарно падаем, шлепаемся. Я хотел бы увидеть DXY в диапазоне 96 пунктов. Ну, вот здесь вот. И то у нас уже видно, что есть некое касание. И хотел бы увидеть, чтобы мы хотя бы здесь протоптались, ну, до августа месяца по DXY. Чтобы мы здесь сформировали хорошую зону поддержки в нижней части канала. Если мы посмотрим на недельки, то у нас все шикарно выглядит. И по неделькам, то что мы рассматривали биток и то мы здесь где-то по биткоину вот тут вот. Есть еще у нас запас хода вниз. Также мы здесь должны сформировать какое-то боковое движение, наподобие как было вот здесь вот. Это у нас сентябрь 2024 года. Ну а в 2021 году, 2020 году у нас длительный период времени здесь мы торчали. Вот. И надеюсь, что мы тоже сформируем вот такой вот блок. Как и было вот здесь вот. Пускай это будет не до октября 26 года, но хотя бы, да, там, ну, какой там октябрь 26 года, ты что? Ну, пускай декабрь 25 года, да. Вот так вот до декабря 25 года мы можем сформировать этот блок. И здесь, конечно же, будет тот самый альтсезон и бычка. Само собой, DXY находится в таком вот канале восходящем длительный период времени с 2007 года, с момента всемирного кризиса, и все может произойти, потому как доллар у нас, в принципе, постоянно типа скамлят, да, включают печатный станок. У нас доллар находился намного выше, 148 пунктов. DXY у нас находился намного выше, 148. И тут, в принципе, мы видим тоже такой вот паттерн двойной. Здесь у нас будет ключевой момент. Или мы пробьем этот вот канал. Давайте мы уберем этот индикатор. Или мы пробьем этот канал и опустимся ниже 90 пунктов. И это будет вообще мега бычка для высокорисковых активов. Или мы здесь потопчемся и дальше начнем потихоньку восстанавливаться. И у нас уже DXY пойдет на бычку, а высокорисковые активы пойдут на медвежку. То в принципе после вот этого вот снижения здесь у нас будет набор силы и DXY уйдет на бычку. Вот сюда вот. Как и всегда было за 15 лет своего движения в этом вот канале. Тут, в принципе, цели у нас по DXY, и здесь нужно будет покупать в следующем медвежьем цикле биткоин, ну и желательно только биткоин. В принципе, вот так вот. Так вот мы ходим. Само собой у нас здесь медвежий флаг, и он у нас отработал четко, мы его с вами рассматривали. Также мы рассматривали осенью 2024 года, что у нас будет сильнейшая коррекция на крипторынке, и я это говорил, еще даже говорил в октябре, говорил в ноябре, то что у нас DXY растет, будет коррекция на рынке. Но, несмотря на то, что я говорил, я даже не зафиксировал какую-то часть позиции на крипторынке. И в принципе сам, конечно же, на этом облажался, потому как нужно было фиксануться. Фиксировал я только некоторые позиции, там Суи я фиксировал, что там еще, Аптос вроде бы я был
Еще какие-то там я позиции был фиксировал. Прикрыл небольшие лонги, потом я опять заходил в лонги. Ну, это такое. Ну, Суи я фиксанул. Вот Суи я фиксанул, конечно же. А все остальное удерживал. И это была ошибка. Нужно было, конечно же, перезайти в основном на рынке. Или даже вообще сбросить это все дело, весь этот шлак и зайти просто чисто в биток и все. Или хотя бы в BNB перелиться. В BNB можно было участвовать в ланчпулах, ланчпадах на бирже Binance, получать какую-то хорошую доходность. Но я этого в принципе не сделал. И сам даже не ожидал, что такое будет трэшамба твориться на рынке. Потому как пришел Трамп и все нам поломал. Трамп сделал свое дело. В принципе, вот так. Ну, это такая история личная, но медвежий флаг у нас здесь есть. Он у нас четко отработал. Осталось нам дождаться отработки криптоактивов. Если здесь крипта скорректировалась, то я думаю, что здесь она и покажет рост. Потому как у нас здесь был рост намного меньше, чем у нас падение по DXY. Я думаю, что здесь нужно дождаться все дело. У нас потихоньку начинает расти крипта. И все у нас, я думаю, что получится. Дождемся. Но только дадут ли выйти из альткоина. Вот что. Вот что. Такие как XRP, например, BNB вообще шикарно держится. Solana, может быть, еще будет догонять весь крипторынок. Само собой, Ethereum может пойти даже как минимум диапазон 3800 закрывать гэп, и это будет триггером для альт-сезона. Dogecoin вообще слабенько выглядит. Ну и большинство альткоинов, смотрим за 7 дней, показали хороший рост. 14% Sui даже показала. 2.83. Я хорошую делаю ставку на Суи. Само собой, WhiteBit, смотрите, немножко откатил. Я ожидаю еще по WhiteBit хотя бы 2 икса, из текущих можно было бы скинуть. Пепе у нас потихоньку восстанавливается. Пепе идет за эфириумом, конечно. Вот на Пепе я делаю ставку. Арбитрум тоже попер, 18%. Ну, до того, где фиксировать арбитрум, это просто грех и смех. Атом 4.16. Золото у нас закрепляется, это хорошо. Там идет закреп на золоте. Starknet немножко слабее. ОМ говорил, туда не лезть. Baby Doge можно присмотреться на самом днище. Berachain так себе, ну там слез Сатоши, туда я не рекомендую лезть. Пускай себе Berachain там где-то валяется, она никому не нужна. И USTC, вчера на стриме говорили про USTC. Арбитрум такую вот палочку нам дал, огромную палку. Давайте мы посмотрим объемы, что у нас по арбитруму. Кому интересно, какие альткоины, пишите в комментариях под видео, будем все это дело рассматривать. Растем мы на палочке небольшой, зеленые объемчики здесь, но слабо, очень слабо, но здесь в принципе все зависит от манипулятора. Если он собирается пампить данный альткоин, мы прекрасно знаем, как они все это дело пампят. Буквально за одну неделю зелеными палками в зону распределения и все. Плавный рост здесь у нас происходить не будет, просто зеленая палка, улетаем за несколько там дней, в основном пампят 1,5 недели. Я участвовал в пампах большинства, особенно на Луне, USTC, Luna Classic, потом Shiba Inu, Pepu. Короче, все эти пампы я прошел, все знаю, как оно пампится. Пампится альткоин примерно на протяжении 7 дней. Вот так вот памп за 7 дней, максимум 2 недели, там пару волн роста. Вот у нас вот происходит вот такая вот у нас раз памп, откат и еще один памп. И на это все у нас выделяется примерно от 5 до 12 дней. Вот так вот. И дальше пошло распределение. Дальше уже нужно сбрасывать. Вот если они собираются пампануть арбитрум, они его запампят. И здесь у нас памп, если он и будет происходить, то они могут дать, конечно же, движение на 793% роста. Вот так вот сюда. 7 иксов, как на USTC у нас было. Да, вот давайте посмотрим USTC, параллельно откроем график. И вы будете понимать, что у нас происходило. Вот у нас на USTC, да, памп. 2 недели, вот неделька, раз неделька, 2 неделька. Вот первая неделя пульнули, проторговка и дальше пульнули, как я нарисовал примерно вот на арбитруме. Вот у нас пульнули, откат, пульнули дальше.
Все, вот это вот происходит памп. И здесь уже нужно распределять активы и дальше сбрасывать их. По-любому сбрасывать, потому как дальше будет медвежка. Если мы только увидим какой-то памп, нужно все сбрасывать, потому как, ну, медвежка, просто медвежка. Если вы уже здесь вот отмурыжились, то тут вам дадут веру в то, что это технология, это будущее, туда-сюда, дальше только будут рассчитываться аптосами и арбитрумами в метро. Вы не захотите продавать, а здесь нужно будет продавать, потому как дальше будет откат. Посмотрите на USTC. Откуда начался памп, туда мы и пришли. Все. Нет никаких восстановлений. Нет никакого здесь $1, как Слез Сатоши говорил, что мы улетаем на $1. У нас такой миф раздули, вот, что мы улетаем на $1. Здесь стейблкоин восстанавливается туда-сюда. Фиксировать прибыль только буду в диапазоне 20 центов. Вот здесь вот. Какие 20 центов? Какую фиксировать прибыль? Какое восстановление? Да нету этого всего. Это просто манипуляция на памп. И все. Просто манипуляция на памп. Вот у нас памп, дамп. Все. Вот здесь вот у нас тоже был памп, дальше дамп. Все. Мы даже не удержали никакую зону поддержки. Вот у нас было накопление, мы даже его не удержали. Мы опустились ниже этого накопления. Никаких здесь, восстановлений стейблкоинов нету. И не будет этого восстановления. Потому как, кто-то натарил эти сумки на миллионы долларов USTC и думает, что его восстановят, и у него сразу будет $1 миллион в стейблкоине USTC, да? Это бред, это просто бредятина. Это просто миф, бредятина для хомяков. Вот так вот, в принципе. Для нас с вами. У меня тоже есть USTC, я его держу. Но цели у меня, в принципе, минимум 25. Максимум увидеть 37. Какую-то часть можно оставить для, допустим, 0,56, и потом еще 10% оставить, если вдруг восстановится, это... Если бы собирались бы восстанавливать, уже бы давным-давно восстановили бы. Так же, я думаю. Вот, в принципе, вот так вот. И тут мы будем смотреть, может быть такое, что какой-то альткоин отстрелит в вашем портфеле, перекроет вам просадку, и нужно, не размышляя, не раздумывать, фиксировать прибыль. Вот, в принципе, вот так. По USTC, что у нас по USTC? Инвестиции биржи, она везде торгуется, и как ни кстати, ее даже не делиснули. Инвестиций здесь нет, вестинга нет, вообще нету ничего такого интересного. У нас 91% монет в обороте, капитализация $71 миллион. Вот, в принципе, вот так вот. Существует миф, то, что она будет в диапазоне $1. Если даже она и будет в диапазоне $1, опять ее восстановят, то какие здесь у нас будут иксы? Давайте-ка мы посмотрим иксы, если она будет в диапазоне $1. Вот мы возьмем цену 13, и тут у нас получается 70 иксов. Так что имею в виду, мало ли, может ты получишь 70 иксов на альт-сезоне. Но это все произойдет только тогда, когда у нас эфириум начнет расти. А пока мы не видим роста эфириума. Вот что. И это очень плохо. Арбитрум у нас 49% монет в обороте. Капитализация 1 миллиард 790 миллионов долларов. И фишка в том, что если арбитрум будет расти, какая должна быть капитализация криптоэнтузиастики? Смотрите, у нас разлоки монет, и с текущих арбитрум, если, допустим, хотя бы вернется вот сюда, вот, это уже 5 иксов. Это уже 5 иксов. А если хотя бы мы уйдем в диапазон $3,5, то это будет 10 иксов. Так, 10 иксов. И капитализация арбитрума должна составлять примерно 20 миллиардов долларов. 20 миллиардов долларов капитализация арбитрума. Это капец просто. Это где она будет у нас, капа? 20 миллиардов, смотрите. Аду Кардану подвинет. Но если, конечно же, будет колоссальное вливание бабла в рынок, там, допустим, у нас капитализация рынка вырастет до 7 триллионов долларов, то да, в это можно будет еще и поверить. Но мы на данный момент не видим вливания в рынок. 3 триллиона 340 миллиардов. Капа у нас просто не растет на рынке. И тотал, если мы посмотрим, тотал 1, тотал, допустим, да, тотал 1, то в принципе,
у нас еще цели актуальные остаются. Это 4,5 триллиона долларов и, конечно же, вот 6,5 триллионов долларов. Но для того, чтобы мы увидели эти цели, нам нужно увидеть вливание бабок в рынок. А мы их не видим, мы только видим разлоки, каждый день разлоки и вытягивают бабки с рынка через ETF. Продают альткоины, меняют на биткоин, и биткоин продают через ETF и вытягивают деньги. Все. А альткоины продают кому? Конечно же нам с вами, потому как мы ожидаем альт-сезон, мы усредняемся, покупаем, засаживаемся еще выше, еще больше засаживаем, заносим деньги, а результата мы не видим. Альткоины просто не пампятся. Просто не пампятся. Дали небольшую волну роста и укатали. Дали небольшую волну роста и укатали. В принципе, вот так вот. Но надеемся, что у нас будет все-таки здесь поворот. Надеемся, что здесь произойдет какой-то поворот, и мы увидим вливание бабла. У нас осталось еще буквально недолго. Ну, максимум полгода. Я считаю, что здесь максимум полгода мы должны увидеть вот такое вот движение по капитализации всего рынка. Total 1, вот такое движение. Как это было у нас буквально вот с сентября 23 по март 24. Здесь было вливание в рынок денег. Я тогда наблюдал за Total. Тут просто моментально заносили деньги. Вот так фук. Потому как рынок развернули. Здесь нам нужно дождаться аналогичную ситуацию. Но мы ее пока что не видим. Просто видно, что мурыжит, постоянно мурыжит, и все. Больше ничего не происходит. И альткоины, конечно же, укатались. Но надеемся то, что у нас все-таки может в апреле действительно было дно. В мае у нас биток показал сигнал Hash Ribbon. Само собой у нас произошла капитуляция на биткоине. Давайте еще посмотрим график битка с сигналом. Что у нас по сигналам? По биткоину. Посмотрим биткоин. Сигналы. Вот. Покупай, продавай, покупай. Здесь не было сигналов на недельке. С апреля 25 года не было никаких сигналов. На дневке посмотрим. У нас был сигнал на покупку буквально 25 июня. На продажу, на покупку не было. Мы находимся возле вершины канала. Кстати, смотрите, сегодня у нас произошло пробитие канала. Ну, здесь, конечно, его нужно подкорректировать. Но все равно сегодня довольно-таки неплохой день. Это чудо у нас свершилось. Мы можем поставить этот канал вот так. И все-таки мы еще находимся у вершины верхней части канала. Здесь мы можем сформировать пробитие. И у нас будет, конечно же, перевернутая такая себе небольшая локальная голова и плечи. А может быть такое, что это бычий флаг. Ну, все-таки биток потихоньку тянется вверх. Дай бог. У нас есть сигнал Hash Ribbon. Давайте мы посмотрим сигнал Hash Ribbon. Так, Hash Ribbon. Откроем Hash Ribbon, посмотрим сигнал Hash Ribbon. Так, и здесь у нас смотрим, происходит капитуляция. Капитуляция очень хорошо у нас все это дело. В мае у нас было два сигнала Hash Ribbon на покупку. Вот они. Коррекция у нас произошла. Сейчас на данный момент у нас похожая ситуация, как и в мае. Вот у нас происходит капитуляция. Длительный период времени. Ну, у нас должна вот эта вот зеленая точка передвинуться сюда. Вот. Это у нас индикатор основан на майнинге. Вот. И здесь вот все это дело должно передвинуться зеленое сюда вот, и тут включится еще синее. Если будет, конечно же, этот сигнал. А может быть такое, что он и не будет. Капитуляции у нас происходили тоже без сигнала, буквально февраль 25 год. Вот у нас длительный период времени. Это как раз летом 24 года была капитуляция. Ну, еще здесь у нас, тут в основном капитуляции были с сигналом. У нас только была капитуляция, это февраль 25 года, без сигнала. Вот. Ну, здесь тоже у нас, в принципе, капитулирование идет. Это очень хорошо, потому как это лонговая ситуация, в дальнейшем можно ожидать рост. И дай бог он у нас произойдет. Если даже здесь включат один индикатор,
Да, ну, если, извиняюсь, если здесь индикатор даст еще один сигнал, это будет вообще шикарно, потому как у нас на дневке здесь есть два сигнала, но они практически не отработали, мы зашли в коррекцию. Здесь еще один будет сигнал, и на недельке, я думаю, что тоже у нас появится сигнал. Даже на недельке у нас в мае есть сигнал, на недельке здесь может появиться сигнал, и на месяце у нас тоже может появиться сигнал, потому как на месяце у нас нету сигнала. У нас был только сигнал летом 24 года. Вот. А тут, вот я только что обновил, у нас серая точка просто исчезла. Она здесь появлялась. Индикаторы, конечно же, так. Вот, видно серая точка, да? Капитуляция происходит. И может быть такое, что мы здесь увидим с вами. Так, это неделька. Так, давайте месяц включим. Вот, серая точка, она появилась и исчезла. Появилась и исчезла. Дай бог, на месяце тоже у нас здесь появится сигнал. Да? У нас 3 на недельке и на месяце появится. Вот если мы переключаем на месяц, оп, серая она появляется, пропадает. Дай бог, здесь появится еще на месяце сигнал хэш-риббанса, потому как у нас раз, два, а тут будет, может быть, третий. У нас в прошлом цикле на месяц раз, два, три, 4, 5 было. 5 было сигналов. Потом мы ушли на медвежку. Все-таки биточек располагает все у нас сигналы для того, чтобы здесь показать еще волну роста. Не верится, конечно же, в медвежку. Не особо хочется ее увидеть. И доминация биткоина у нас на хаях. Кстати, давайте посмотрим доминацию битка. Что у нас по поводу доминации биткоина? Что у нас по доминации биткоина? Неделька у нас зеленая, но прошлая неделя была небольшая коррекционная. Когда она уже начнет падать, дай бог, может быть такое, что будет у нас здесь падение доминации биткоина. В этот момент у нас биток пойдет на перехай, будет дальше расти и подключат, конечно же, движение альты. Будем надеяться, что у нас все это дело произойдет. Само собой, параллельно мы с вами сможем увидеть вливание бабок в эту скамовозку, потому как без вливания в этот рынок денег свне мы не сможем увидеть никакого роста. 3 дня у нас были красные, сейчас у нас зеленый день. И так хочется уже, чтобы она падала, эта доминация, это просто капец. Ну, здесь пока что нету никаких намеков на разворот. Мы находимся в восходящем канале, находимся в центре канала. Сюда вниз не спускаемся, не поджимаемся к нижней части канала, не поджимаемся. Вот, в принципе, вот так вот. Вот, в принципе, вот так вот. Не поджимаемся. Тоже здесь есть у нас сигнал. Ну, это так. Это хэш-риббанс к доминации. Нет смысла нам лепить. В принципе, так. Вроде бы рынок все выглядит неплохо. Хоть и коррекция у нас знатная на рынке. Ожидаем, конечно же, заседание ФРС. Оно у нас произойдет в июле месяце. И там вроде бы как собираются понизить немножко ставку. Само собой, баланс ФРС у нас на самом дне. По всей видимости, они начнут пополнять баланс, печатать. Бабки будут печатать. И может быть такое, что у нас все дело это произойдет. Само собой, мы прекрасно видим то, что цикл сильно растянулся. Очень сильно. И уже как минимум на 4 месяца они дали растяжение цикла. Но не нужно падать духом. 520 дней у нас после халвина биткоина припадает на конец сентября. Если у нас цикл растянулся, то мы с вами сможем увидеть еще 3 месяца, конечно же, движения. И это будет где-то декабрь 2025 года. Вот. Хотелось бы, конечно, увидеть раньше намного движения на крипторынке, но мы этого с вами не увидели. Дай бог. Посмотрим, может быть, в дальнейшем все у нас наладится. Ибо просто соскамят наши портфели и все. Не забывайте фиксировать прибыль. Если вы видите какой-то памп на каком-то альткоине или там 2, 3, 4 икса, заберите хотя бы вложенные средства. Потому как мы прекрасно знаем, после пампа у нас все это дело сдувается обратно и все. Это очень тяжелый цикл. На нем очень тяжело заработать. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Поддержим канал лайками, подписками, комментариями. Поделитесь этим видео с всеми своими друзьями. Поставьте какой-то коммент, ибо просто я стараюсь каждый день, и от вас нужна хотя бы минимальная отдача. Всем пока, до связи и мирного неба.